Привет, друзья! Это Анна. Я преподаватель русского языка из Нью-Йорка. И, как всегда, я очень рада видеть вас на своем канале. Мы с вами не виделись очень давно. Меня не было на YouTube больше, чем полгода. И в этом видео я хочу рассказать вам, что случилось, куда я пропала и почему я больше, чем 6 месяцев не делала никаких новых видео. Если вам это будет интересно, пожалуйста, поддержите меня лайками, комментариями и подписками. Для меня это очень важно. Ну что, наверное, стоит начать с того, куда я пропала. Вы, наверное, догадываетесь, а может быть, знаете из собственного опыта, что снимать видео на YouTube – это огромный процесс. И занимает этот процесс невероятную кучу времени. Нужно придумать идею, нужно написать сценарий видео или хотя бы продумать какие-то пункты. Нужно все это дело снять. Для меня это самая трудная часть. Потом нужно видео смонтировать. И все это занимает невероятное количество времени. И в какой-то момент я банально просто устала каждую неделю заниматься всем этим процессом. И постепенно мой энтузиазм как-то сходил на нет, несмотря на всю вашу поддержку, на все приятные комментарии, замечательные, на все лайки, на все подписки. И спасибо вам за это большое. Но в один момент все-таки я поняла, что устала и просто хочу отдохнуть. Я решила, что пока мой энтузиазм снимать видео, делать новые уроки не исчез окончательно, мне просто нужно взять передышку. И я подумала, что я отдохну, может быть, месяц, 2 месяца, и потом заново начну снимать новые видео. Но, как вы видите, мой отпуск затянулся, и меня не было более чем полгода. Но эти полгода я тоже не теряла времени, и сейчас я расскажу вам, чем я занималась. Раз рассказываю честно, наверное, начну с не очень приятного эпизода, который тоже отдалил мое возвращение. Летом я таки переболела ковидом. Тоже не избежала я этой участи и, к сожалению, заразилась. И как раз это произошло на мой день рождения. День рождения у меня в июле, и мы с подругами собрались у меня дома, маленькой компанией. И вот после этой вечеринки мы все как одна и заболели. Слава богу, для всех нас все это прошло более-менее легко, но, тем не менее, на 2 недели меня просто выбило из жизни, то есть я могла немножечко работать, благо я работаю из дома, веду уроки онлайн из собственной квартиры, и я могла немножечко поспать, набраться сил, провести какие-то уроки и опять просто ложилась спать. То есть 2 недели я не выходила из дома и пластом лежала на кровати. Конечно, ковид штука очень неприятная. Наверное, многие из вас тоже через это прошли. Для меня самым главным побочным эффектом было полное отсутствие энергии и невозможность что-либо делать полноценно. А теперь давайте о хорошем, потому что болела я только 2 недели, а потом занималась большим количеством интересных, полезных вещей. И в том числе я довольно много путешествовала в эти полгода, и о некоторых своих поездках я вам сегодня расскажу. Первая запомнившаяся мне поездка была в мае. Мы с моими подругами отправились в Новый Орлеан. Новый Орлеан – место уникальное, необычное, совсем не похожее на всю остальную Америку, по-моему. Ты вот туда приезжаешь, и ты сразу понимаешь, что ты больше не в Нью-Йорке, ты не в Калифорнии, ты не в центре Америки, ты в Новом Орлеане. То есть там какой-то свой такой особенный вайб. Одна из главных фишек Нового Орлеана – это все страшно зажаренное. Вся еда, она я не знаю, сколько там ее жарят, в каком количестве масла, но мы с подружками в первый же день отправились в какой-то очень известный ресторан. Там тут же сразу заказали зажаренных устриц, чего-то там еще зажаренного. Все это съели, поставили большую галочку и поняли, что больше в такие места мы, конечно, возвращаться не будем. Потому что очень тяжело так питаться постоянно. Ходили в знаменитое кафе «Дюмонт», которое известно, наверное, на всю Америку. Пили там их знаменитый кафе «Алэй» и кушали пончики с присыпкой, с сахарной пудрой. И, само собой, мы ходили на джазовый концерт. Потому что нельзя приехать в Новый Орлеан и не послушать джаз.
Новый Орлеан совершенно потрясающее место, я там была не первый раз и надеюсь, что вернусь еще. Следующая поездка. Другие подружки, другое место. В августе мы отправились в город Ньюпорт, который находится в штате Род-Айленд. Ньюпорт известен, в частности, за свои особняки. То есть это было место, которое очень любили и, наверное, любят богатые американцы, богатые американские семьи. И, в частности, мы ходили в один из таких особняков, который называется The Brickers, и он принадлежал семье Вандербилдов. Ну, и это совершенно роскошное место. То есть это даже не их дом, где они постоянно жили, это их дача. Они приезжали туда летом. И в этой даче 70 комнат, и одна красивее другой. То есть этот особняк – яркий представитель так называемого позолоченного века в истории Америки. Это время после гражданской войны, когда начался очень быстрый резкий подъем экономики и рост населения США, и все было, что по-русски называется «дорого-богато». Очень впечатляет, если вы когда-нибудь будете в Ньюпорте, обязательно сходите и посмотрите. И все было в нашей поездке прекрасно, мы отправились туда на выходные, то есть от Нью-Йорка ехать не очень далеко. И вот в субботу мы погуляли по этому прекрасному особняку, поели в замечательном ресторане, а в воскресенье случился ураган. И мы застряли в Ньюпорте. Наш автобус до Нью-Йорка отменили. За ночь резко испортилась погода, то есть мы оказались в центре урагана. И вы знаете, мы не то чтобы не знали, мы не то чтобы не смотрели прогноз погоды и не знали, куда мы едем, но мы почему-то все равно решили, что хорошая идея будет поехать в Ньюпорт в уикенд, на который намечался ураган. И вот мы и попали, то есть в воскресенье на улице жуткий дождь, нас обошел сам ураган, но все равно погода была ужасная, и в Америке очень серьезно относятся к таким вещам, и предпринимают меры предосторожности, и, соответственно, транспорта вообще никакого не ходило. То есть уехать из Ньюпорта обратно в Нью-Йорк никакой возможности на общественном транспорте не было. Поезда не ходят, автобусы не ходят. Мы уже субботу вечер провели, отлавливая, пытаясь купить билеты хотя бы на поезд, хотя бы на автобус, но нет, все было распродано, все, что не распродано, отменили. В общем, такая была ситуация. И вот мы сидим в этом Ньюпорте, а Ньюпорт – это остров, то есть он вообще отделен водой, и вдобавок ко всему перекрыли власти мост, который соединяет Ньюпорт и город Провиденс, из которого можно было бы куда-то еще уехать. И вот мы сидим, значит, окруженные водой, смотрим прогноз погоды. И вы знаете, я никогда не думала, что смотреть прогноз погоды может быть так интересно. То есть это был явно звездный час всех ведущих прогноза погоды, потому что они с максимальным количеством эмоций рассказывали о том, как все тревожно и как все может стать еще хуже, но, слава богу, не стало. Но вот они из студии своей нагнетали обстановку, и мы с подругами просто вот так вот сидели и слушали. Это было потрясающе интересно. Там провели, наверное, часов 5, вот так просто у телевизора, смотря прогноз погоды. Ну и одновременно, конечно, пытаясь заказать Uber, чтобы уехать из Ньюпорта в Провиденс, и там хотя бы попытаться найти другую машину, которая нас отвезет в Нью-Йорк. В итоге нам это удалось. Мост открыли, нам удалось на Uber уехать обратно в Провиденс. И вот мы сели в какой-то гостинице в холле в этом городе Провиденс и стали наугад просто набирать Uber и потом сразу звонить водителям и спрашивать, можете вы нас отвезти в Нью-Йорк или не можете. Потому что застрять в Род-Айленде нам как-то не хотелось, непонятно насколько. И, знаете, никто не соглашался. Но нам очень повезло, что водитель, который вез нас из Ньюпорта, сказал, что, может быть, у него будет какой-то знакомый, который сможет нас отвезти. И он просто в момент нашего отчаяния позвонил нам и сказал, что да, его друг отвезет нас в Нью-Йорк. Он приехал за нами, отвез нас обратно в Ньюпорт. А чтобы вы понимали, это час туда, час обратно. Там передал нас, как в просто каком-то фильме, когда, не знаю, передают торговцы оружия, не знаю, чемоданы денег. Нас пересадили из одной машины в другую, и этот замечательный его друг отвез нас в Нью-Йорк.
И все прошло просто идеально. За 3 часа мы преодолели все расстояние и были уже дома. Но, друзья, делайте выводы, пожалуйста, смотрите прогноз погоды, и не нужно ехать в места, где предстоит ураган, потому что, скорее всего, у вас не будет возможности уехать обратно. И еще одна поездка, которая меня очень впечатлила. На этот раз мы ездили в штат Массачусетс, в городок, который называется Провинстаун. Он вот на самом-самом кончике этого Массачусетса. И мы поехали туда с друзьями, чтобы посмотреть китов. Нам очень повезло, мы увидели 3 китов в тот день, и они подплыли к нам довольно близко. И вы знаете, это, конечно, одна из самых потрясающих вещей, которые я в своей жизни видела, потому что вот этот огромный хвост появляется из воды, и ты понимаешь, что это какое-то гигантское живое существо, которое плавает вот рядом с твоей лодкой. Ну, это большой, конечно, корабль такой туристический, и он размером, наверное, больше, чем корабль, на котором ты сейчас находишься, и вот он рядом. Если у вас когда-нибудь будет возможность, обязательно соглашайтесь и плывите, и это просто невероятно. Ну вот такие были мои 3 самые яркие, наверное, поездки. Было еще несколько таких небольших, однодневных, но про них я уже рассказывать не буду. Но вообще-то я не теряла даром времени. Я еще занималась тем, что я писала новый курс. И можете меня поздравить, я написала новый курс о глаголах движения. Так что если глаголы движения – это тема, которая у вас вызывает трудности и в которой вы давно хотели разобраться, то я буду очень рада вам помочь. Я сейчас этот курс доделываю, довожу до ума. Я его писала больше, чем год. И я благодарю за терпение всех тех, кто спрашивал меня о нем. И я все говорила скоро, скоро, скоро. Друзья, скоро, практически готов. Я скоро сделаю отдельное видео, в котором я объявлю все детали. И если вы захотите этот курс пройти со мной, я буду очень рада вас там видеть. И я особенно горячо взялась за этот курс к концу года. И поэтому 31 декабря у меня настроение было из серии... Знаете, Новый год, не забыть бы отпраздновать. То есть у меня вообще не было ощущения, что год подходит к концу. Мне казалось, что это какая-то искусственная точка. Но, тем не менее, 31 декабря я села, подвела для себя итоги года. Я всегда так делаю, я люблю просмотреть там фотографии, пролистать какие-то свои записи, вспомнить, что я делала, что у меня получилось. Кстати, 2 лучших решения в этом году для меня были это пойти в спортзал. Я записалась, сделала себе подарок на день рождения, записалась в спортзал. И второе это купить кофемашину. Я попросила мою близкую подругу на Рождество подарить мне кофемашину. И она мне ее купила аж в сентябре, заранее. Ранний рождественский подарок. И это абсолютно, скажу я вам, потрясающе. Я не знаю, как я раньше жила без кофемашины, но теперь у меня это целый ритуал. Я встаю, завтракаю, потом иду к ней, вот делаю себе кофе и потом начинаю работать. Что доказывает, наверное, что для счастья много нам не надо. Вот мне оказалось, для счастья нужна кофемашина. Вот так, друзья. Вот что со мной было эти полгода. Путешествия, написание курса, занятия спортом, общение, работа и так далее. Напишите, пожалуйста, что нового у вас. И еще мне очень было бы интересно узнать, а какое ваше решение вы считаете лучшим в прошлом году? Пожалуйста, пишите в комментариях, мне будет очень интересно прочитать. На этом все. Спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока.